Привет, мои дорогие друзья! Честно говоря, мне такие видео нравятся. Почему? По какой причине? Вот сейчас я вам покажу женщин. Они находятся в плену. Их близкие до этого момента не знают, где они, что с ними. Теперь они будут об этом знать. Честно сказать, по поводу содержимого, что они говорят, да, я опять-таки напоминаю, эти люди находятся в плену. Они могут быть не вполне искренни в том, что говорят, потому что находятся в плену и понимают, что после того, как они что-то скажут, они отправятся опять в камеру и будут там находиться под присмотром сотрудников следственного изолятора и так далее. Вот, я должен это напомнить обязательно, в любом случае, я всегда об этом говорю. Но то, что они вообще говорят, для меня, допустим, стало неожиданностью. Ну и не неожиданностью для меня стало то, что их полное непонимание, зачем они находятся там, в плену. Я на самом деле, когда вот я смотрю, слушаю, и это не единственное, кто там находится, вы помните парня, которого нашла девушка, мы показывали, так вот парень до сих пор, я так понимаю, сидит. И тут не работает та история, что мы отпустим, а вот там вот его опять бросят, там, и вот там вот его убьют. Я слышал такую аргументацию. Мы отпустим, а его там бросят опять в бой. Его там... Они остаться хотят. Поэтому для меня, допустим, это какое-то недопонимание, мне кажется, с чьей-то стороны. Или просто нежелание понимать. Приятного просмотра. Пока. Дубкова Анастасия Витальевна. Евкова Анна Александровна. Астахова Наталья Александровна. Мы не застали Масарича. Как пришла на фильтрацию, и из Докучаевска меня отвезли на РВС Донецк, и потом сюда на Егину. Потому что я не уволилась, я действующая, военнослужащая. Воинская часть пограничная, 99-37. 56-я бригада, 23-й батальон. 2988. Я начальник бюро пропусков. Деловод строила часть. Бухгалтер финансовой экономической службы. Город Мариуполь. Мариуполь. Мы хотим остаться, потому что мы там выросли, в этом городе, это очень наш второй город. Там родители наши, родственники, поэтому мы хотим там остаться. Мы не хотим идти на обмен. Хотим остаться в своем родном Донбассе. Конечно. В родном городе, там где детки, наши родители. Родной город Мариуполь. С него мы никуда не уйдем. Все детство наше прошло там. Родина. Мы проголосовали, да. Но мы за соединение с Россией. Очень этого ждали. Довольно-таки долго. Можно было Долго, сделать да. намного 8 быстрее. лет этих. Но, к сожалению, это не от нас зависело. Да нет, к этому не привыкнешь невозможно никогда. привыкнуть. Это тяжело. В плену отсутствие родственников, детей, я не знаю, положительных эмоций, новостей, вообще ничего нет. Да, самая важная новость, потому Мы что... не знаем, живы наши родственники или нет. Вот я, допустим, с 13 апреля в плену, я не знаю, мама жива и дочка моя. Вообще ничего не знаю. Все день рождения я в плену провела, свое и маму, и дочери. Вот так. Ну дай бог, чтобы была возможность увидеть, а если нет? Не могу, это факт. Не могу передать. Мамочка, папочка, моя любимая дочечка, если вы меня слышите и видите меня, я жива, здорова, рано или поздно я все равно буду с вами, как и обещала, я вернусь. Вас очень люблю. Доченька, Машенька, мама скоро вернется. Верь, что я жива и здорова. Я обязательно тебя скоро вижу и обниму. Мама. Дорогие мои родители, муж, сыночек, я скоро вернусь к вам. Нас как бы, в принципе, никто и не спрашивал, потому что мы сразу первоначально озвучивали то, что мы остаемся Изначально. в Донецкой области, и нам больше такие просто... На Украину на дороге нет, там никого нет, ни родственников, никого. Да, здесь. Никуда не собираемся уезжать. Мы ни весны не видели, ни как цветочки цвели, ни как плоды появлялись, леска все зеленое, и опять все зеленое, как и не было ничего. Вот мы сюда приехали полчаса, когда 13 апреля мы сдали в плен, сюда приехали в Еленовку. Вот. Потом ездили в Таганрог, в Алуки, Белгородская область. Потом сюда появились, такое ощущение, что мы отсюда не уезжали. Вот как-то все-таки воздух другой, и даже звезды появились. Вот. Все родное. Все-таки находимся в своей области. Ну, не дома. Ну, в области уже радует. Надеемся на скорейшее Скорее возвращение. вернуться домой. Все к этому идет. Ждем каждый день, когда же откроются наши двери. Скажут, вы на своей земле и можете вернуться к себе. Девочки, на выход. Да. Мы 5 минут и готовы. Большая часть. Больше. У нас в камере 22 человека. Вот. Это, грубо говоря, из 80 где-то Да. девчат.
большая часть возвращается в Все Украину. на Украину едут. Чисто из-за финансовой цели, которая как бы она не покидает их с первого дня. Ну, как правило, люди, которые находятся в плену, они также получают денежное обеспечение с компенсацией. То есть они в надежде о том, что по возвращению в Украину они получат эту компенсацию и вправе будут уже распоряжаться более прагматично, кому для каких целей. Но большая часть, кстати, я слышала о том, что планируют выезжать вообще за границу. То есть их цель приехать, получить деньги и уехать за границу. В данный момент не могу знать, потому что там же поменялось как бы законодательство. Допустим, на начало плена апреля, да, если морпехи там получали, я не беру сейчас ВСУ, у нас, по-моему, самая маленькая была денежная выплата. То есть обычный солдат получал 10, там, 300 гривен, а морпеха было 15. То есть на момент плена плюс еще, то есть там порядком до 100 тысяч выходило в месяц. Ну, плюс еще процент, наверное, за который как бы компенсация плена. Я не знаю, в каком эквиваленте, но довольно-таки... собралась. Да, за время отсутствия, грубо говоря, за полгода это довольно-таки неплохая сумма выходит. Начало было вот именно таким. Ну, мы не хотим никаких денег. Мы хотим Да, только вообще, родного. Семья самое главное. Деньги то второстепенные вообще. Без них жить можно. Конечно. Когда А мы вот- вернулись с Таганрога уже сюда повторно в Еленовку, и мы зашли в камеру, было 20 девчонок, ну, примерно, да, вот в камере, они все на Украину ехали. И мы заходим 5 человек, нас девочек, которые остаются здесь, возвращаются в Мариуполь. Первая фраза была: почему вы не едете на Украину? Да, Мы цветущая пытаемся им страна. объяснить, что мы хотим вернуться в свои семьи. Они говорят: а что вы с ними вернетесь? Типа, что вы можете им дать? Города нет. Его просто нет. Но мы не Я сможем говорю: вы выехать понимаете, отсюда, говорю, вы даже не останетесь. хотите слышать, что у нас разные ценности. Я говорю: вот у меня, допустим, важно прилететь и семья, а у вас другая. И даже слышать об этом не хотят. Но у нас девчонки просто, которые с нами в камере были, это в основном не боевые единицы. Это были просто делопроизводители, медики и делопроизводители и повара. То есть как бы девчонки по факту не воевали. Они просто рисуются под тем, что они находились в таком знаменитом подразделении, по факту не имеют никакого отношения к войне. Азовки, да, я же говорю, они просто рисуются, и на фоне того, что все прекрасно видели, что случилось с Мариуполем, ну, под это как бы вот, все под одну гребенку. Когда возвращать города нет. Говорит, берите типа семью, собирайте и едьте на Украину. Была такая фраза, извините, вас Да, перебью. интересно. Мне сказали, что рано или поздно все равно Мариуполь будет Украиной. Да, у них какое-то новое там оружие есть. И они с первого дня в этом убеждены и, по-моему, до последнего дня будут. Еленка Илона. Вовченко Наталья. Андрюк Виктория. Почему я должна куда-то ехать, если моя родина Донбасс, я здесь родилась, я здесь всю жизнь провела? Почему я должна ехать в угоду кому-то, катиться по воле ветра? Как бы ветер ни дул, мы остаемся здесь, мы остаемся со своими семьями. Для того, чтобы работать здесь, мы хотим, чтобы наш город дальше развивался. Мы не предаем свою родину. Предает свою родину тот, который едет на Украину, получает выплаты, которые причитаются военнослужащим, и дальше едет прожигать жизнь в Польшу, в Германию, в Чехию. Мы остаемся в разрушенном городе, но со своими семьями. Я служила войсковая часть 0989, это 56-я отдельная Мариупольская мотопехотная бригада. Бухгалтер, старший солдат. Я тоже служила в этой же бригаде, 23-й батальон, 56-я бригада, начальник РСУ. 56-я Мариупольская бригада, рота РХБЗ, химик. На должности химика. И извините, если они были в Азовстале, которые призваны были защищать Мариуполь, то они должны были защищать, а не отсиживаться в заводе и ждать, пока дадут им командование выйти. Они просто отсиживались и ждали, пока разобьют Мариуполь. У меня квартира находится в 2 улицах от базы Азова на левом берегу. У меня квартиры нет. У меня нет микрорайона моего, потому что там стояла рядом база, и они уходили, они бросили все на базе. Ой, эта ситуация, конечно, моторошна, и мы все переживаем, все женщины имеют и семьи, и детей, которые остались и до сих пор не знают, где мы находимся. У нас тут находится 23 женщины, которые остаются на территории Донецкой области, которые согласились быть тут до последнего, потому что тут действительно и наши предки, наши родители, наши дети, в конце концов, которые даже не знают до сих пор, где мы находимся, живы ли мы.
Поэтому эту ситуацию обсуждать очень тяжело. И когда комментировать, тоже надо какие-то слова подобрать, чтобы правильно высказать свое мнение и желание как бы вернуться побыстрее домой. Потому что переживания и за детей, и за родителей, которые они уже, пенсионеры, тоже нуждаются в уходе, и дети несовершеннолетние, и родственники, родные, близкие, их дома, все держит нас тут. Мы дети Донбасса, мы тут родились, мы тут остаемся. В первую очередь родителям своим и детям. Старый Крым, я сама со Старого Крыма, и остались у меня родители и 2 детей, которые не знают, где я. Мамочка, пожалуйста, только дождитесь меня, берегите детей моих, я скоро буду дома. Я хочу передать привет сестре своей в Крыму. Сестричка, я тебя хочу обрадовать. Как только я поменяю статус военнопленного на гражданский, стану полноценной гражданкой РФ, мы будем жить вместе. Вышла с завода Ильича, попала в плен. Я была вместе с детьми, с 2 сыновьями старшими. На тот момент старшему исполнилось 18, младшему 14 лет. И их посадили в автобус, в один, меня в другой. И об их, где они и как, я не знаю. Матрюк Руслан Алексеевич и Матрюк Вадим Алексеевич. Я жива, детей здорова, мы обязательно будем вместе. Также у меня и дочечка есть, Марховская Ладушка. Она со свекром, со свекровью. Я вас очень люблю, ни на минуту о вас не забывала. Я думаю, выйдем, у нас будет жизнь еще лучше, чем было. Сыночек, я тебя очень сильно люблю. Ты мое сердце, ты моя душа. Мамочка, дождись. Скоро буду дома. Сережа, следи за мамой. Берегите ее. Ждите меня, я скоро дома буду. Я сама пришла на Азовское отделение полиции. Сама сказала, что я военнослужащая. Меня уже отсюда выпустили. Подписала документы о том, что я получила справку об освобождении на руки. Меня отвезли на гауптвахту на сутки и вернули сюда опять в Еленовку в новом статусе. И с 18 апреля я сижу. Зато, извините, Редиса поменяли. Я служу с 16-го года. Я до последнего верила в наше правительство, за то, что если мы бережем целостность наших территорий, то у нас будет светлое будущее, нас будут уважать, про наших детей семьи не забудут. В том случае, если ты погибнешь, у них будет хотя бы обеспеченное будущее. Но после того, как нас согнали на завод, всех загнали вон просто, я не знаю, это такое ощущение, что это реально пушечное мясо. Рядом с тобой дети, ты не можешь не выйти из завода, ты должен вынужден искать пищу, вынужден искать воду. Благодаря заводу там воды был запас, конечно, хороший. Приказ пришел всем на завод Ильича. Я не понимаю, как можно так хранить целостность территории, сидя на заводе. Такое впечатление, когда нас туда загнали на уничтожение просто. Ты не выйти не можешь, ты не зайти не можешь, ни связи, ты не перемещаться. Вот дети, у меня были по гражданке, да, мальчики, естественно, уже выше меня ростом, они у меня с подвалов почти не выходили. Я ходила, потому что я дочь была в Пикселе, военнослужащие на меня по-другому реагировали. А они, если бы вышли по гражданке, их бы расстреляли. Ну, у нас с нами был гражданский глуховат, это мужчина один, он такой не совсем здоровый, то он должен был выйти, провода посекло после обстрела, соединить их там, чтобы у нас был свет в подвале. Ему кричат позывной, якобы, он же не слышит ничего, начинает лезть в карман. Настолько уже стерлись сроки, и настолько мы ненавидим слово «скоро», Уже не верим ни во что. и каждый говорит «скоро». Вот Скоро меня должны были, мне пообещали еще в середине июля отпустить. К вам нет претензий со стороны Российской Федерации. Через 2 недели вы будете дома. Уже июль прошел, август, сентябрь прошел. Октябрь уже наступил. Перед войной он приезжал в войной 3057 в Нацгвардию. Да, мы ездили к нему навстречу, было очень много иностранных послов, был вице-спикеры разных. Я сначала поверила, что войны не будет.
Я думала, это просто там на неделю какой-нибудь возня и все. Я думала, сейчас придут, естественно, военные все. И этого не будет. Да. А он, наверное, сдавал территорию, или что, просто приехал. Честно говоря, да. Вручил кучу медалей, кучу грамот поздравлял, собрал разные вооруженные силы. Уехал и через сколько? Через неделю начал? Да. Где-то так. Оно даже людей в отпуска не посылало. С 18 февраля, насколько я знаю, в нашей бригаде отменили все отпуска и начали людей отзывать. Вот. Нас распустили в финслужбу до особого распоряжения. Но есть о чем говорить, если, насколько я знаю, прокуратура с 20 февраля начала уже сжечь документы. Я, допустим, вообще по радио услышала обращение Дениса Куширина, что кто придет на фильтрацию самостоятельно, тот отсидит месяц и будет возвращен домой, если за ним ничего не обнаружится, если руки... Да, я знаю, что да, выходили и говорили, что я там, допустим, повар, а потом оказалось, что это девочка-снайпер, и там на ней там куча трупов висит. Но извините, зачем всех грести под одну гребенку? Ведь с такими техническими возможностями, которые сейчас существуют, профиль, фас, откатали пальцы, откатали ладошки, все это можно запустить и по совпадению. 99% совпадений вы можете найти и уже узнать о человеке всю подноготную. А за полгода я думаю, что все можно узнать. Представьте, как нам обидно. Те, которые остаются здесь, на своей родине, на своей территории, мы продолжаем сидеть, а эти опять будут воевать. Что вы делаете? Зачем вы это? Зачем? Вы служите поводом для насмешки. Вы своих граждан оставляете здесь, в Еленовке, вы нас удерживаете, этих вы меняете и даете сами им в руки оружие. Не смешно самим. Я могу пользу какую-то приносить. Я 25 лет проработала на госслужбе. Из них 15 лет в социальной защите населения. Я знаю все субсидии, все пособия, все льготы. Я могу с тем же успехом сидеть на приеме граждан, как я и сидела все это время в том же Мариупольском городском совете, или как он там сейчас называется, и вести тот же прием граждан. Ведь сейчас очень много людей обращаются и за пособием, и за помощью. И квалифицированных специалистов осталось там единицы. Знаете, за полгода, которые лично мы находимся с Наташей здесь на Еленовке, если бы что-то было в отношении женщин, какое-то насилие, и оно скрывалось бы, за полгода оно бы где-то как-то просочилось. Земля слухами полнится. Насилия по отношению к женщинам не было. Да, может быть, там как-то унижали, как-то обзывали, но рукоприкладства и насилия, как говорят, не было его. Это вранье. А можно выразить По отношению благодарность СИЗО? Кому? СИЗО. Или ДИЗО, или ШИЗО, я не знаю. В Белгородской области, город Валуйки. Я хочу выразить огромную благодарность сотрудникам, всем там рабочим, кто работает в этом ШИЗО или ДИЗО. Я не помню, за человеческое понимание, за шикарное питание. Говорю огромное спасибо. И, конечно, за наше обеспечение. Мы там были как в детском лагере. Конечно, со своими минусами небольшими, но это был для нас отдых. Огромное вам спасибо. Дай Бог здоровья.